Всем привет! Я Слайд из команды Na'Vi. В прошлом выпуске «Науки побеждать» Эрик рассказал об универсальном сетапе, с которым будет проще всего играть в командные бои. Это 2Т1, 2С3, 250-100 и 1390. Но у меня есть свое мнение на этот счет. Я расскажу о сетапе, который я считаю наиболее эффективным, и почему я предпочел именно его. Кроме того, я отвечу на вопросы, которые вы оставляли в комментариях. Я предлагаю вам попробовать такой сетап. 2Т1, 2С3, AMX50-100, Т32 и AMX1390. Единственное отличие — это американский тяж вместо французского. На мой взгляд, это самый оптимальный сетап с тем условием, что заранее неизвестна карта, на которой будут проходить бои. При использовании моего сетапа требуется больше индивидуального мастерства и сыгранности. Используются совершенно разные танки, и каждый танк должен правильно понимать свою роль и выполнять свои задачи. Проще говоря, выигрывать с таким сетапом будет легче только в том случае, если у вас хорошая команда и все игроки четко представляют, что нужно делать на каждой из карт. Без AMX 1390 невозможно обойтись на полуоткрытых и открытых картах, а их большинство. Этот танк очень важен для разведки. 2С3 – основная ударная мощь. У этих танков наибольший средний урон за выстрел, и они очень хороши в позиционной борьбе. AMX 50-100 позволит вам развивать стремительные атаки на большинстве карт за счет своего барабана. И наконец Т32 отлично себя показывает как в городе, так и на полуоткрытых картах, где нужно играть от башни. Чем же мой сетап лучше, чем тот, что мы предложили в прошлом выпуске передачи? Я уверен, что два AMX 50-100 не могут в полной мере реализовать свой потенциал на большинстве карт. А в позиционной борьбе на полуоткрытых и открытых картах один Т32, заменяющий один AMX 50-100, будет ощутимо полезнее. В первую очередь за счет наличия практически непробиваемой башни и отличных углов склонения орудия. Многие спросят, а почему бы не использовать Першинг, ведь он быстрее и тоже имеет неплохую маску орудия? Отвечу. Во-первых, бронирование башни Першинга ощутимо уступает башне Т32. Область, незащищенная маской, легко пробивается. А во-вторых, на городских картах Т32 будет намного предпочтительнее уже по нескольким параметрам, таким как запас прочности, бронирование лба корпуса танка и средний урон за выстрел. Наверняка кто-то задастся вопросом, а почему бы не взять третий из 3, раз это такой универсальный танк? Объясню. На достаточно большом количестве карт требуется помимо высокого разового урона и хорошо бронированной башни, еще и танк со склонением орудия. Это здорово расширяет спектр возможных тактик. Неровности рельефа сразу превращаются из злейшего врага в вашего надежного союзника. И именно для таких позиций, а их в игре немало, и нужен, пусть и не слишком быстрый, но толстый Т32. Теперь перейдем к вашим вопросам. Многие спрашивали об эффективности разных конкретных танков в командных боях. Ответы ищите в предыдущих выпусках передачи. Мы посвятили этой теме целых 6 эпизодов. Уверен, что вы их там найдете. Но на один вопрос я все же отвечу. Слайд, а разве 110 не превосходит ИС-3 по параметрам? У него лучше броня, лучше точность и урон в минуту. И все это за счет чуть более низкого разового урона. Так чем ИС-3 лучше? Многим не дает покоя этот китаец. Я расскажу, почему мы его в наших играх используем очень редко. Танк обладает очень плохой динамикой, что не позволяет свободно перемещаться по карте. Да, благодаря лучшему бронированию лба корпуса, китаец лучше держит удар, но советский тяж берет своей более высокой скоростью и лучшим бронированием башни. Кроме того, ИС-3 может танковать бортами, а 110 нет. А слабый обзор ИСа-3 вполне можно компенсировать оптикой. На каких танках есть смысл поменять огнетушитель на доп. Паёк, колу и так далее? И необходимо ли при этом прокачать пожаротушение? Я использую доп. Паёк на всех танках, на которых хотя бы частично прокачано пожаротушение. А вот массово прокачивать пожаротушение у экипажа имеет смысл только после 4-го перка, ведь остальные перки важнее. Что думаешь насчет замены ИС-3 и Т-32? Меньше огневой мощи, но лучше броня. Может пригодиться на картах типа степей и рудников. Т-32 действительно отличный танк, поэтому я и предлагаю использовать его в своем сетапе. Но, на мой взгляд, заменить на Т-32 нужно AMX 50-100, а не ИС-3, так как двум AMX 50-100 весьма сложно реализовать свой потенциал на большинстве карт. А Т-32 проще это сделать в позиционной перестрелке, играя от башни, при поддержке двух ИС-3. Как думаешь, на какой карте воевать сложнее всего? На мой взгляд, это Химмельсдорф. Здесь очень трудно предсказать расположение вражеских танков. На карте огромное количество самых разнообразных позиций, которые соединены друг с другом достаточно длинными перетяжками. В целом здесь достаточно непросто играть от защиты,
Зачастую требуется очень быстро принимать решения как командиру, так и игрокам. Когда имеет смысл разделять силы? Или это в принципе плохая идея? Есть смысл делить силы, когда вы атакуете врагов, которые окопались на базе. Для командного боя вполне стандартный сценарий. Но для этого вы должны быть абсолютно уверены в их расположении и действовать нужно крайне осторожно. Вот очень показательный бой на степях. Противники нигде не светились в первые минуты боя. Как только команда убедилась, что врагов на камнях нет, стало понятно. Все они сидят за железной дорогой или рядом с ней. Исы связывают боем основные силы, но вперед не лезут. На них же смотрят 2 ПТ. Тем временем по первой линии поднимается сотка и за один барабан уничтожает обе ПТ, прежде чем они успели сориентироваться. Да, враги оставили для контроля фланга один тяжелый танк, но как видите, им это помогло не сильно. Пожалуйста, объясни про перемещение и контроль карты в одном или 2 выпусках. Когда команда должна атаковать, а когда играть от защиты? Темы, которые поднимают эти вопросы, мы рассмотрим в ближайших выпусках «Науки побеждать». В частности, следующий эпизод будет посвящен анализу состава вражеской команды и выбору тактики в соответствии с ним. Затем мы перейдем к детальному разбору игры на картах с универсальным сетапом, о котором рассказывали в прошлом выпуске. Напоследок, пару слов о конкурсе, что мы объявляли в предыдущем выпуске «Науки побеждать». Угадать сетап, предложенный мной, смогли очень многие. На экране ники победителей. Каждый получает 1000 голды. Поздравляю! На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои мнения в комментариях, с удовольствием почитаю. Подписывайтесь на наш канал и на мой паблик ВКонтакте. Смотрите «Науку побеждать». Всем пока!